Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Чего ждать? Вот давайте с такими вопросами обратимся к картам. И поскольку у каждого из нас, конечно же, свои планы, есть и вопросы, которые уже в процессе решения. Какой-то процесс именно уже был вами запущен, вы ожидаете результата. И планы тоже у каждого свои. Но все же за время последних месяцев уходящего года планетарные транзиты нам могут напомнить о давних нерешенных как раз задачах, темах, проблемах, некоторых тайнах, или поставить просто нас перед фактом. Мы можем узнать что-то, и придется делать выбор. В целом много эмоций. Будут, несомненно, и радостные эмоции, будут и сожаления. Нам придется все же что-то отпускать. Но есть и то, что потребует вашего внимания, мои дорогие. Поэтому давайте настроимся услышать подсказки собственного шестого чувства. И чтобы шаблон сознания, конструкция ума не давили на нас рассмотреть альтернативные варианты. Первую карту, которую мы с вами достанем, будет так и называться «Что же случится?» или «В какой из сфер жизни, может быть, будут изменения?» или «Чем руководствоваться, какими энергиями?» Ну, как общий фон. Давайте узнаем. Это у нас будет первая карта. И коль мы заявили 3 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, мы достанем с вами по одной карте на месяц. Посмотреть энергии. Октябрь, ноябрь, декабрь. Следующая карта. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему же это все идет? Тоже узнаем, какое продолжение. Что это будет означать? Что у вас исполнится? Какая тайна откроется? И чего ждать вот те события или с переходом на 2025 год, каким образом это будет продолжено? Итак, что же случится? Основная карта. Ну, карта Иерофант всегда говорит, это судьбоносные перемены. И это не просто слова, это как карма, это закон, но не тот закон, как по аркану правосудия, причина и следствие, а это уже следствие, это уже какой-то итог. И мы задаем вопрос, зачем нам это было нужно? Как я в шутку, конечно, но тем не менее, основные два критерия. Для чего нам это было нужно? Для счастья или для опыта? Лучше, конечно, для счастья. Но, увы, жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому вы что-то подводите к итогу. Мы все делаем не только выводы, но, может быть, завершаем какой-то, ну, как документы, допустим, оформление, пересматриваем контракты, и это планетарно даже. Мы можем пересмотреть соглашения, контракты и по работе тоже. Но это могут быть и брачные контракты, то есть все то, что мы делаем где-то с учетом закона традиций, может быть, менталитета или какой-то системы иерархии. По Иерофанту всегда это идет. Мы еще одновременно и учимся, может быть, и завершаем какие-то отношения рабочие или это по части личной жизни. Но когда выпадает эта карта, мы должны все упорядочить, чтобы организовать жизнь в связи с тем, что уже изменилось. Предполагает эта карта, что есть часть деталей или каких-то нюансов, которые уже не жизнеспособны. Поэтому подвести к итогу, чтобы идти дальше налегке. Но, безусловно, все то, что произошло, оно имело в вашей жизни какой-то смысл. Давайте посмотрим, что по месяцам. А октябрь месяц, правда, подведение итогов. Во-первых, сбросить тот груз забот или каких-то проблем, которые вас тянут назад, мои дорогие скорпионы. Десятка жезлов. Сама по себе усталость может быть в октябре месяце, безусловно. И карта где-то подсказывает ту работу, которую может сделать, выполнить кто-то другой. Не навьючивай на себя. Пусть делает тот, кому положено. Иногда из лучших побуждений мы стремимся помочь даже нашим близким, нашим детям. Но мы забываем, что вот этот самый опыт они тоже должны наработать сами.
И если бы это было, как бы предназначалось для нас, то это, наверное, высшие силы, Господь Бог поставил бы перед нами эти задачи, а Он ставит перед кем-то. Поэтому режим многозадачности пора сворачивать, мои дорогие скорпионы. Вы люди сильные. И глядя, может, на какой-то бардак, вы смотрите и думаете, елки-палки, я бы тут 5 минут все разобрался, а тут какая-то ерунда. Вот может быть такое. И это как побудительный мотив. Дай-ка я вмешаюсь, я сделаю лучше, быстро, хорошо. Ну, есть такая поговорка, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но в данном случае в октябре она не будет работать. Ну, вы можете включиться в какую-то историю. Тройка мечей – это всегда какое-то разочарование. Это, кстати, опыт тоже. Это не новое переживание. Это уже какие-то грабли в прошлом, по которым вы уже сделали вывод, и вас это уже не ранит. Это мы уже так равнодушно смотрим, даже если вдруг люди появляются, ситуация какая-то похожая, и мы понимаем, что ну нет, нам туда не надо. Но мало ли, в результате чего вы захотите кому-то помогать. Здесь могут быть ситуации, конечно, когда нам возвращаются люди. Или то, что мы когда-то, ну, не сыграли словно последний аккорд или не расставили все по местам. И тогда придется теперь тоже с чем-то разобраться. Очень знаменательный период до конца года дважды, потому что у нас еще и Плутон заходит в знак зодиака Козерог, и будет это как последний такой заход. А после, уже с 20 ноября, он полностью перейдет в знак зодиака Водолея. Это практически на 40 лет. Ну вот этот последний реверанс, он может быть ознаменован, а Козерог – это у нас структура, порядок, где-то как иерофант, законы, власть. И есть какие-то вопросы, которые вы должны решить документально или словно, ну, сделать очень основательно. Ну, тройка жезлов нам о чем говорит? Ну, где-то и не повторить прошлый опыт. Или, мои дорогие, тут правда может быть какая-то похожая ситуация, в которую, тем не менее, если, ну, как завершить, тогда да, со знаком плюс. А если что-то новое, то я бы не сказала, что оно вам принесет бонусы. Может тоже закончиться разочарованием. Десятка – это всегда завершение. Вот вы что-то основное, ну, наверное, критерий – это когда вы что-то завершаете или когда вы, может быть, даже в какой-то вопрос, если видите, ну, не в вашей плоскости, ну, так оставьте тому, кто должен его решать. Чего это может касаться? И чего бы ни касалась карта победителя, мои дорогие, хотя отчасти она тоже нам говорит, ты сейчас вынужден контролировать ситуацию, но лишь поддерживать собственный статус, собственные возможности, себя не обесточить, потому что нужно контролировать. Победитель – это не когда мы расслабляемся, а когда вот то, что мы достигли, мы обязательно должны сохранить. Что это еще? Еще один старший аркан, который говорит о том, что закрой в прошлое дверь. 20-й старший аркан, и это у нас страшный суд. Суд совсем не страшный. Карта избавления от боли, карта избавления от страданий. Поэтому, может быть, и есть смысл забыть какую-то грустную историю определенно. Тройка мечей не случайно вам перевернулась. Есть то, что вас может тянуть назад, как какие-то воспоминания, сомнения. Или, ну, может быть, и приятные воспоминания, или разные воспоминания, мои дорогие. Но здесь словно вам пространство, обратите внимание. Карта завершения, десятка жезлов. Дальше победитель карта. То есть уже говорят, победа есть. И уже как бы с чистого листа вас приглашают высшие силы посмотреть на свою жизнь. И да, карта Иерофант в самом начале тоже говорит, ты какой-то опыт прошел. Но все, это уже завершилось. Твоя задача – переходить на новую ступень твоей жизни, твоей эволюции или более что-то радостное. Уже хватит где-то тянуть вот эту вязанку из жезлов. Вот как-то так, мои дорогие скорпионы. Ноябрь. Тройка кубков. Вообще, это карта праздника. Но иногда это все же и не только про праздник нам говорят, а, к примеру, о тех отношениях, когда третий лишний, увы. И на этой карте нам показана, кстати, девушка прекрасная, она довольная.
счастливая, 2 чаши у нее в руках, а 3 вот она вот где-то тут, как раз и в тени. Поэтому, может быть, разобраться с теми вопросами, которые в тени еще остались. Да, с учетом последнего как раз срока, это у нас на ноябрь приходится, по 19, пока Плутон будет в знаке зодиака Козерог, могут еще и вопросы по части личной жизни какие-то всплыть, вопросы. Может быть, вам с чем-то придется определиться, что это будет значить. Ух. Ну, мои дорогие девочки, тут вы прямо задаете тон. Безусловно, это женская карта, карта женской силы, независимости, возможностей. Это карта и материнства. Но это еще, как императрица плодовита, есть такое значение, она плодовита на планы, на какие-то инсайты, которые она в последующем обязательно осуществит. Это сильная позиция, и у кого-то из вас смена статуса может произойти в ноябре. Буквально через личную жизнь. Но, вы знаете, тут тоже нужно все расставить по местам, ведь организация жизни в первую очередь идет по этой карте. Да, сильная позиция, но и карта предусматривает «надейся сам на себя». Командовать парадом будете вы, но это нужно делать очень грамотно, очень аккуратно, элегантно, где-то больше дипломатии, потому что императрица... Понятно, что как бы ее пара император, а император это ни про какую не дипломатию, это наоборот. Есть два мнения, мое и неправильное. Так вот, императрица может даже самым жестким, несговорчивым императором найти к нему где-то тонкий подход. Вам тоже придется в некоторых вопросах 3 кубков. То есть нет еще какого-то равновесия. Может быть, отчасти. Это через личную жизнь. Может быть, в целом, вот так на вашу жизнь, еще нет какого-то баланса, и вам его придется попросту устанавливать. Что-то, опять же, организовывать. Мои дорогие мужчины, это может быть и женщина, которая очень важна для вас. Вот такие противоположные энергии. Знаете, тут у нас идет как бы карта харизматичного лидера, король жезлов. И я должна сказать, король жезлов никуда не торопится. По королю жезлов нам обычно дают обещания. Или нам, даже если не обещания, скорее всего, как предлагают какую-то новую модель или новый взгляд на вещи. Или чью-то точку зрения. Это может быть и ваша точка зрения, кто знает. Но огненная энергия, конечно, да, но действий нет никаких. Это вы можете столкнуться с таким буквально человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Может быть, это вы имеете там асцендент. Тогда это у вас какие-то много идей будет. Или вы можете себе поставить какой-то режим многозадачности на ноябрь. Может быть, и обстоятельства также складываются. Но эта карта говорит нам, идеи идеями, но прежде чем ты что-то будешь воплощать в жизнь, ты должен продумать стратегию и тактику. Не сам по себе какой-то импульс, потому что энергии много, энергии будет у вас достаточно. Карта будет говорить еще и о том, что вы будете заметны. С вами захочется общаться, к вам могут обращаться как идейному наставнику, где-то вдохновителю. Такое может быть. Но вам приходится опираться рядом карты императрицы и опираться на какую-то практику. И это касается в том числе и мужчин. По части дипломатии, что я говорила, здесь, да, у вас может как раз и проиграться какая-то личная история. Хотя я могу допустить для тех, кто один или одна. И смотря какие задачи. У кого-то это может быть руководитель, а вы строите карьеру. И для вас в ноябре будет как раз важен контакт с таким человеком. И пусть даже это мужчина, но значит лояльность, дипломатия где-то, как по карте императрицы, мы ведь смотрим энергии. Как и с вашей стороны, так и человек такой тоже может быть, ну, достаточно гибкий, можно сказать. И тогда для вас прекрасный шанс. В целом, подытожить, не упустите какую-то возможность в ноябре. Она у вас определенно будет. Но рассчитываем, повторяюсь, на себя. Декабрь, ух ты, у кого-то может быть
Ну, может быть, предновогоднее, предрождественское, может быть, как путешествие. Все же карта мир. Весь мир, говорят нам, у твоих ног. Все, что ты не запланируешь, оно вполне реально. Это правда, по карте мир есть такое значение. Любое наше желание– это реально. Нам осталось только, ну, где-то составить план минимум, план максимум, как это осуществить и быть готовым к тому, корректировать план. Но кроме этого нам говорят еще о том, что может быть сама по себе поездка, у кого-то переезд, контакты, может быть, с людьми, которые находятся не в вашей местности, контакты через интернет. По этой карте у каждого свое желание. Но это большая взаимосвязь с людьми, большая взаимосвязь как бы с миром, расширение собственных горизонтов и расширение собственного кругозора. И это еще 21-й старший последний аркан, когда можно и так рассудить, что какой-то итог вы точно к концу года подведете и останетесь довольны. Я не говорю на 100%, безусловно, но вот есть какая-то очень важная составляющая. Мои дорогие скорпионы, вы все действительно расставите по местам. И больше я вижу, когда в декабре все же будет для вас приятный период, когда что-то доброе, хорошее, светлое придет на ваш порог или в вашу жизнь, или вы сами себя поблагодарите, и вам захочется себя побаловать. И тогда это нужно сделать обязательно. Очень даже неплохой период до конца года. И это все как по судьбе вам. Только с октября вот все расставить по местам. Давайте посмотрим, чего это касается. 21-й старший аркан. А тут еще и Луна. Правда, вопросы дома, вопросы жилища, вопросы переезда, безусловно. Потому что дом сам по себе проходит место нашего пребывания или то место, где наше укрытие. И здесь у каждого где-то по-своему. Мы собой не хотим рисковать. Интуиция будет особо работать. И с учетом аркана мир, это как перезагрузка. Слушайте свою интуицию, какие-то подсказки, они будут не случайны. И люди, скорее всего, которых вы встретите в декабре, это будет какой-то иметь смысл на дальнейший период и 2025 год. Тут как непознанное, как альтернативное для вас может очень проигрываться. Но это, знаете, в таком спокойном ритме. Нет какого-то галопа или еще синкопы. Давайте еще одну карту. Что это значит? Ну, синкопы нет, а вот людей с их мнением будет много, и информации. А может быть, это вы будете искать информацию, и она сама по себе как хаос напоминает. Нет на как бы конкретики какой-то. Может быть, это вам захочется конкретизировать все же 21-й старший аркан, потому что итог должны получить. Ну, тогда настройтесь на то, что люди разные. Разные мнения, кстати, могут быть различного рода фейки, но ваша интуиция аркана. У нас выпадает Луна, а вы очень интуитивный скорпион, знает все и может все. Главное себя настроить на эту волну, и все подсказки вы получите. Поэтому где-то нужно перепроверить информацию, а где-то успеть прислушаться к себе. Вот эти моменты будут важны. Но в декабрь обещается быть очень приятным месяцем. Что же вас удивит? Я всегда говорю, карта мага – это карта скорпионов. Вы сами себя удивите. Карта мага говорит о том, что, может быть, вы решите какой-то очень сложный вопрос. И даже где-то не просто себя поблагодарите, а по какой-то теме были сомнения, справлюсь, не справлюсь. Справитесь. У вас все стихии в руках. Чего бы вы ни справились. Я только об этом, кстати, сказала. Безусловно, тут любая сфера жизни. Для вас нет ничего невозможного. Но дипломатами, начиная с ноября, карта императрицы и маг, он очень лоялен, но более, так знаете, нейтрален. Если где-то императрица берет ближе к душе, а маг – это холодная карта, но тем не менее никакой конфронтации. Чего же это может касаться? Вот так. Вы знаете, может, как и новое знакомство, или какие-то планы уже на будущее, или как новый способ
работы, например, заработков. Все же по аркану старшему, нулевому, это часто проходят какие-то начинания наши. Может быть, и есть какой-то вопрос, по которому тысяча неопределенностей, и тогда вы будете с этим разбираться. Но я бы еще сказала, обратите внимание, нулевой аркан. И первый аркан вам выпадает. И я сказала, вы решите тот вопрос, который вам, может быть, казался, я могу не справиться. Так вот, это уже как итог. Чего это может касаться? Вот была действительно какая-то либо, казалось, глупая проблема, которая обросла потом какими-то, возможно, небылицами или метаморфозами, или это, знаете, как был конфликт на нуле, из ничего. Или еще какой-то случай, и в нашей жизни так бывает, что начинается или закручивается какая-то история, где мы вообще этого не предполагали. И потом мы расхлебываем, распутываем этот Гордиев узел, и вот, наконец, мы завершаем эту сложную задачу, и у вас это действительно получится, даже согласовать какой-то дурацкий вопрос. Но помните, вы маги, волшебники. И поэтому себе будет важно не навредить. Кстати, начиная с октября. Что же это еще? Спокойствие нам говорят. Терпение. Это карта баланса, это карта равновесия. Эта карта говорит о том, что, в принципе, у тебя все под контролем. И дает совет такой же. Может быть и такая ситуация, все-таки мы все разные. Тут будет дважды важно на протяжении всех 3 месяцев прислушаться к своей интуиции. Почему? Могут приходить как знаки, подсказки, совершенно случайно. Это может быть как информация. Или вы случайно услышите какой-то разговор, но каким-то образом вы сможете сказанное, услышанное переложить на свою жизнь, и для вас тоже будет в чем-то подсказка. Поэтому будьте, как будто настроите с вашей антенны на какой-то особый контакт. Вы должны слышать, как растет трава. У вас это получается. Вас как будто высшие силы таким даром снабдили специально для того, чтобы вы, какие-то вопросы, которые достаточно запутанные или сложные, смогли так вот блестяще, красиво завершить. Вот для кого-то и этот момент. Одним словом, спокойствие. Маг, он никуда не спешит. Это в первую очередь продуманное более чем действие. Но вы сами себя удивите. Какой-то, может быть, и многозадачный ход у вас тоже, мои дорогие скорпионы, получится. Кто или что появится в вашей жизни неожиданно? 7 жезлов. Но это никто и ничто, это, в принципе, люди, которым что-то от нас нужно. И это не один человек, как минимум 7, как будто так. Ну или какая-то общность, которая действительно пытаются на нас воздействовать, потому что это нужно не нам, а потому что это нужно кому-то. И вот эта 10 жезлов, не случайно, наверное, на октябрь выпадает, как будто с этого должно все начаться. А вот смотрите, вам тут говорят, туз кубков, прекрасная карта. Может быть, карты говорят, что тебе нужно будет очень, уделить внимание своей личной жизни. Туз кубков на кону, может быть решение какого-то вопроса по части как раз взаимоотношений или, знаете, завершение какой-то темы. Уже я даже не про личную жизнь, я имею в виду, пусть это работа, ваше творчество. Вот это чувство наполненности ведь тоже как раз обрисовывает туз кубков. И у нас кувшинки, как лилия, это символ искренности. Поэтому, может быть, вы вообще меняете свое окружение, мои дорогие скорпионы, на людей проверенных, надежных, которые чувствуют, понимают вас, и которых чувствуете, понимаете вы. И поэтому вокруг как будто, люди с их многозадачностью или с их проблемами, которые, могут искать с вами контакта, потому что им надо решить свой вопрос. А вы должны быть на своей волне. Или не слушайте, нам где-то говорят. Слушать можно, но анализируй, не принимай это за правду. Все, что ты услышишь. Вот где-то доверяй, но проверяй по 7 жезлов. И идет, и с другой стороны также идет
с места в карьер не рвись, если ты услышал какую-то новость. Нужно добавочную какую-то информацию найти. Не основываться на том, что сказал один человек. Чего это может касаться? Спокойствие нам опять говорят. Да, какой-то, знаете, внешний хаос. У вас-то как раз порядок. У вас все постепенно отстраивается. А вот вокруг, ну, чтобы не было вокруг, хоть камни с неба, а вам нужно быть спокойствием, обладать им. Посмотрите, у вас на кону, вам как перевернуть свою очередную страницу собственной жизни, судьбы, ваших планов. Тройка Пентаклей – это карта будущего, это когда мы учимся чему-то. Да, это карта прохождения экзамена на стойкость, выдержку и, кстати, терпение. Вот у вас терпение как раз и выпадает. Аркан умеренности снова. Значит, вот то, что вас удивит. Может быть, кто-то из прошлого, да, ведь этот аркан повторялся в позиции рядом с картой мага. Значит, вот то, что удивляет, и кто или что появится. Это где-то две позиции, которые могут быть взаимосвязаны. На основе терпения вы решите любой вопрос. Более того, вот может быть как раз вот нулевой аркан вам переворачивался, и знаете, в какой-то патовой ситуации, где, может быть, никто не знает, как правильно действовать, а знаете вы, мои дорогие скорпионы. Вы наберете как раз бонусы, и перед вами откроются новые перспективы. Ведь мы сдаем экзамен по этой карте. Поэтому как возвращение чего-то из прошлого, так и то, что вас удивляет, вы можете начать какое-то дело, причем такое непонятное, или может быть какая-то тема по работе, и вы ее блестяще завершаете. Вас увидят, вас заметят. Каким-то образом это будет для вас открывать новые горизонты. Вот этот жизненный экзамен нужно пройти спокойно. Для вас именно терпение. И не случайно, как аркан императрицы у вас выпадал. Мы говорили спокойствие. Спокойствие для того, чтобы хладнокровно правильно оценить обстановку. И даже какую-то, возможно, мои дорогие, вы же как, если для вас, ну, какая-то задача стоит как препятствие, вот там Скорпион себя чувствует великолепно. Ну вот воспринимайте какую-то задачу как препятствие. И тогда, наверное, вы единственный знак во всем зодиакальном круге, для кого как раз препятствие означает побудительный мотив к действию. Причем таким действием, но остальные знаки так не могут. И вот вы как раз словно раскрываетесь в какой-то период или в каком-то деле до конца года. И это уже новые возможности и переход на другой уровень. На дне колоды я вот захотела положить карты. И карта силы. И, кстати, это такая же энергетика, как у карты мага. А если мы соединим, что нам еще переворачивался здесь туз кубков, и может он свидетельствовать о личной истории. Для тех, кто один или одна, вы можете встретить, как мы говорим, человека по судьбе. И встречи будут судьбоносные, я ведь уже об этом тоже сказала. Судьбоносное это не значит, что мы сразу под венец идем. Это значит, прежде чем мы определим, для чего был нужен человек, для счастья или для опыта, мы где-то с ним должны провзаимодействовать. Но я могу сказать, человек подстать вам. Будьте внимательны, не пропустите и какой-то эпизод из личной жизни. И к чему все идет? Колесо фортуны, к удаче, к радости, к счастью. Но вот эту рулетку судьбы вы должны держать в своих руках ближе к центру. Этот штурвал нельзя отложить на потом или, ну, как будто на время выпустить из своих рук. И очень символично, что вверху десятка жезлов, и как раз мы дополнительными картами доставали карту победителя. Поэтому держите этот штурвал прочно в своих руках. Потому что, да, тут каким-то счастливым переменам все идет. Чего это может касаться? Хотя бы какой сферы жизни. Ух ты! Все серьезно, 15-й старший аркан. Страсть, любовь, страсть к деньгам. Эта карта будет говорить, что у вас хорошая физическая форма. Есть возможность заработать деньги, но помнить, наверное, чего бы дело ни касалось, будь то действительно влечение какого-то, будь то, может быть, зарабатывание денег, материализма,
он как раз и проходит по этой карте. Мы не должны делать что-то чересчур, дабы не попасться на удочку 15-му аркану. С другой стороны, карта тоже говорит, будь осторожен, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Не переиграть, не быть слишком самонадеянным, мои дорогие. Нам ведь показали, у вас сильная позиция. Так вот помните, маг собою не рискует. Может быть, для кого-то из вас и правда придется разбираться, когда какая-то как зависимая ситуация, зависимые отношения. Давайте посмотрим, что же это может быть еще. Опять терпение. Ну как так можно? Я уже перемешала эту колоду, я уже не знаю сколько раз. Ну, тем не менее, два старших аркана. Вот как будто хочется налево, а нужно подумать. Ни направо, ни налево. Нужно подумать. Давайте посмотрим, что нам скажут направо. Какая альтернатива? Словно есть какой-то выбор. Может быть так. Угу. Вам придется выбирать между благополучием и страстью. Между тем, что вам очень хочется осуществить и по-своему, и каким-то порядком, структурой. Как ни крути, все-таки императрица. Между тем, что вам приятно, любо-дорого, привычно, и то, что согласуется с какими-то нормами. Между самим по себе, вот как материализмом, и в хорошем смысле это можно отнести к благополучию, ну, обустроенностью, что ли, нашей жизни. Вы не должны словно себя на этом огне спалить сами, понимаете? Именно так, потому что если не чрезмерно, тогда вот он статус императрицы. А если что-то чересчур, тогда аркан-дьявол. Очень конкретно посередине у нас терпение, спокойствие, хладнокровие, выдержка. Мне нечего добавить. А на кону колесо фортуны. Мы спросили, как будет продолжаться. А смотря какой путь вы изберете, мои дорогие скорпионы. Я вас люблю, ей-богу, потому что всегда у скорпионов что-то выпадает особенное. Это уж точно. Хорошо, давайте мы тогда достанем еще, откроем точнее карту. И что у вас исполнится? Да все, что хотите, по благополучию исполнится. Королева Пентаклей. Это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Как раз уравновесить как и эмоции, баланс по финансам, по документам. Умеет сказку сделать былью, умеет воплотить мечту в реальность. Она реалист, но она именно свою идею воплощает в нашу жизнь земную. И вам, может быть, придется какую-то замечательную свою идею или желание реализовать в вашей жизни, мои дорогие скорпионы. Конечно, это может быть конкретный человек под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеющий там асцендент. Какая-то история может получиться. Хотя эту карту можно отнести к прекрасным и заработкам, причем таким размеренно продуманным и на долгое время. Или к воссозданию вашего проекта какого-то, смотря чем вы занимаетесь. Королеве Пентаклей подвластно все практически. Это где-то энергетика императрицы. Чего это может касаться? Или с чем связано? Любви. И мы... Вообще эта карта иногда символизирует хорошую жену, добрую, заботливую мать, какие-то очень приятные взаимоотношения именно в семье, в паре, в союзе. И двойка кубков вообще нам говорят, это про любовь. Ты будешь, наверное, скорпион свою жизнь как-то упорядочивать. И именно с любовью, с вдохновением. Семерка пентаклей – это когда уже, знаете, мы ожидаем плодов. Вот, мои дорогие девочки, у кого-то ведь может быть и беременность, и вы будете буквально по семерке пентаклей ожидать, когда появится малыш. Такое я тоже могу предположить. Для кого-то из вас может быть и еще и карта семерка пентаклей, ведь где-то как и аркан, умеренность, терпение говорит тоже, потому что добрые дела наспех не делаются. Может быть, какой-то ваш союз вы захотите уже оформить де юре. И мы спрашивали, что исполнится.
благополучная жизнь, мои дорогие. С каким-то прекрасным продолжением в будущее. Нечего добавить. Личной жизни уделите внимание, мои дорогие скорпионы. И если вы сейчас один или одна, подумайте, чтобы рядом с вами был надежный человек. С одной стороны, не ищите груши на вербе. Не случайно аркан дьявол выпадал, потому что страсть, увы, это ненадежность. Вот. Но и, знаете, глухое одиночество не приносит вдохновления. Это проверено, это действительно так. Давайте узнаем, какая тайна откроется. Как таковых для вас тайн нет. Работай, и все получится. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Одна из лучших карт колоды на деньги, на работу. И, в принципе, какая тайна? Ну, может быть, какие-то и будут мелкие нюансы, но для вас тайн нет. Вы потому что маг. Как таковые тайны, даже если что-то как всплывает словно наружу, а вы себе сказать можете: да, я предвидел. Здесь разве что, знаете, как растет ваше самодоверие и где-то самодостаточность, и деньги в рост, и работа в радость. Вот карта профессионала. И, кстати, вам могут предложить должность, понимаете? Вот, может быть, вы как раз узнаете что-то по части вашей работы. Вы сможете вот на какую-то ситуацию абсолютно, посмотрите, тройка мечей. У нас показан тот профессионал, который вообще ни на что не реагирует, когда он занят работой. Ему фиолетово, что там происходит, кто что о нем думает. Ему вообще до этого как бы не досуг. И, может быть, некоторые вопросы вас, зная, может быть, ваш характер, или, возможно, ситуация была конкретна, что человек вас видел как-то по-своему. А здесь это обернется, что подобный вот типаж попробует сыграть, думая: я его знаю, на какой-то струне ваших эмоций, а у него ничто не получится. Вас невозможно зацепить, потому что вы имеете в чем-то богатый опыт. Вы себе не будете, да, склонны вредить. У вас в любом случае сильная позиция. Единственное, я бы сказала, все равно терпение, это красной нитью проходит через весь наш расклад. Терпение может быть во взаимодействии с людьми. И вы знаете, я могу даже так предположить. Ну, к примеру, мои дорогие. Например, был роман любовный на работе. И человек, вот вы заняты, это вы. Человек попытается, вам напомнить о том, что, может быть, это сотрудник и работник. Вы можете, к примеру, получить новую должность. Вот у кого-то такая банальная ситуация может проиграться. И вот это временное прошлое, пассия, неважно, мужчина, это женщина, может так к вам зарулить, типа: я его знаю, а у вас 0 реакции. И это для вас будет тоже очень важно. Не скомпрометируйте себя, вот такой тонкий нюанс. Помните, что вам как будто фиолетово дважды, и даже если вас пытаются зацепить, не стоит. Карта силы нам о чем говорит? Рядом с прекрасной девой, к мужчинам это тоже относится, изображен лев. И обратите внимание, лев у нас в цветах. То есть он в какой-то неге, он в некотором релаксе. Так вот, наше эго должно в каком-то свободно релаксирующем состоянии быть, чтобы не дать себя зацепить, как раз если мы говорим про эмоции. Сильная позиция, ее нужно сохранять. И чего ждать? Ну вот, наверное, вам нужна ваша задача проститься со всеми разочарованиями. Что по работе, что с какими-то тайнами, может быть, даже это, к примеру, связано, да? Или, может быть, это будет связана какая-то история, которую вы будете к финалу подводить за период вот этих 3 месяцев. 5 кубков – это когда мы разочарованы от чего-то. Так вот, вы сумеете, как по аркану Иерофант, то, что не может быть изменено, вы просто скажете: ну и все. Это не мое, меня это не касается. Ну, может быть, это где-то сродни поговорке: не мой цирк, не мои обезьяны. Вы легко от чего-то сможете отказаться, мои дорогие, правда? А то, что может быть для вас ценно, вы обернете на пользу себе в каком-то совершенно
другом ключе. И даже если кто-то будет пытаться в какой-то щекотливой ситуации вас или вам что-то напомнить, вы тоже выйдете сухим из воды. У вас большие возможности. Возьмите себе на вооружение, наверное, основную фразу: «Я не должен себе навредить. У меня все получится. Мне главное нужно верить, что моя сейчас дипломатия и интуиция вместе творят чудеса». Вы маг. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие любимые скорпионы, и любимы всегда.